Всем привет на моем канале. Сегодня видео у нас будет восстановление петель у ноутбука, точнее у нетбука. Вот такого вот малыша. Мне его принесли восстановить петли. Как видите, вот в таком он состоянии мне пришел. То есть из ноутбука пытались сделать планшет, ну или не знаю, как это получилось. В общем, в итоге петли оказались отдельно, а экран отдельно. При этом ноутбук работает, шлейфы все целые, можно включить и посмотреть. Вот, как видите, ноутбук работает. Матрица цела, все в порядке. Единственная проблема — отвалившиеся петли. Вот так вот. Естественно, в таком виде пользоваться им крайне неудобно. В общем, так вот. Вот так вот все плохо выглядит. В общем, с чего начинаем? Это из подготовки, точнее сбора материалов, необходимых для ремонта. Вот здесь в петлях остались винты с гильзами в этом из экрана. Я их уже разбирал. Такие вот гильзы, они пооставались на винтах. В общем, я все их уже выкрутил. Да, собственно, я уже все сделал. Просто по новой собрал. Хочу сделать, как бы, видео показать, как делается. Первым, что из чего стоит начать, по моему мнению, это выкрутить эти винты. Даже можно полностью не разбирать, просто выкручиваем винты. Берем винт, меряем его диаметр. Так, как-то так. В общем, его диаметр где-то 2 миллиметра, как видите. 2 миллиметра. Идем в магазин и покупаем нужные нам винты. Винты у нас 2 миллиметра диаметром и длиной. Ну, у меня были такие, я их не покупал. Винты эти у меня остались после апгрейда охлаждения у моего SSD-шника BX500. Видео есть на канале, ссылка будет где-то здесь. В общем, винты и гаечки, и шайбы у меня есть, просто они длинноваты. Нам нужны будут, короче, я вот уже подготовил для этого ноутбука. Длина винтов нам нужна вот такая вот. Если быть точным, сейчас я померяю. Ну, где-то получается 9 миллиметров. Сорян, нету штангель циркуля под рукой. 8 миллиметров. Это уже подготовленные винты. Поскольку я уже все разобрал, все подогнал и все сделал как нужно. Итак, если продолжаем, в общем, при наличии материалов, винтов, болтиков, первым делом это мы снимаем батарею. Все манипуляции с ноутбуками лучше проводить со снятой батареей. Так, дальше
Загибаем петли, отклеиваем наклеечки с винтов, сколько они нам будут мешать. Снимаем крышку. У меня крышка легко снимается, поскольку я ее уже немного подразобрал. Так, откручиваем винты. Здесь, кстати, тоже винты 2 миллиметра, они все одинаковые. Вот так откручиваем винты и отщелкиваем защелки. У меня они уже отщелкнуты практически. Снимаем крышку. И тут у нас посадочные петли, как видите, с вырванными гильзами. Берем отверточку, желательно крестовину, и намечаем вот эти гильзах места. Центрируем, грубо говоря, так вот во всех 4, прилагая, в общем, надавливаем и проворачиваем. У нас образовываются ямки, и эти ямки мы рассверливаем уже сверлом, 2-миллиметровым сверлом. После рассверливания у нас вот получается такая вот картина. С тыльной стороны у нас будут 4 маленьких отверстия. Ну, в принципе, как бы эта часть закончена. Но если у вас винты уже не подогнаны, ну, в общем, не 8-9 миллиметров длиной, а вот такие, например, длинные, как у меня, вам нужно будет с внутренней стороны надеть эти все винты. Вот я сейчас покажу, как надеваем их с внутренней стороны, наживляем точнее. С тыльной стороны ставим шайбу, берем гайку и накручиваем. Закручиваем все до упора. Подтягиваем. Ну вот, в принципе, уже петли держат экран. Берем еще винт, наживляем с другой стороны. С тыльной стороны бросаем шайбу. Накручиваем гайку. И затягиваем. Затягиваем уже как бы полностью. Ну, примерно на то усилие, в котором оно у нас будет. И что мы получаем? И получаем мы уже как бы полуготовый вариант. В общем, после накручивания винтов я пока закрутил 2, чтобы показать. А вообще, когда будете так делать, можете закручивать сразу все 4 винта,
шляпками изнутри, гайками снаружи. Ну, в общем, в принципе, уже как бы крышка работает уже хорошо. Петли нормально ходят. В принципе, если вас не смущает, можно ставить так. Но это некрасиво, неудобно, можно зацепиться, что-то сломать, ну и или еще что-то случится. В общем, делаем все 4 винта, выпускаем. Дальше берем, то если винты у вас длиннее, берем плоскогубцы, вот так вот откусываем. Все, откусили. Видите, уже винт короче. Дальше берем напильник и подгоняем. Естественно, лучше сразу делать все 4, поскольку вы сразу все 4 откусываете и сразу все 4 винта подгоняете. Берем напильник и так вот аккуратно стачиваем винты до гайки практически. Ну, можно вровень с гайкой. В общем, все 4 вот так вот стачиваем. Винты маленькие, точатся быстро и хорошо. Так вот, в общем, вот так вот напильничком мы обрабатываем винты все. Доводим до нужной длины. Делается это быстро. Винты тонкие, мягкие и напильником очень хорошо обрабатывается. Вот буквально на один винт несколько секунд уходит. Вот так вот выглядит срезанный и обточенный винт. Все чудненько и хорошо. В общем, вот так вот делаем со всеми 4 винтами. Дальше мы их откручиваем. Точнее, откручивать лучше не все сразу, а, например, откручиваем 2 внутренних, переворачиваем их. В общем, так вот откручиваем, переворачиваем, чтобы было красивей. В общем, и шляпка была сверху. В общем, у меня есть уже готовые. Делаем мы это так вот. Открываем. Ставим. В общем, переворачиваем. Подгоняем. Берем гайку. В общем, сначала, наверное, гайку берем. Где она делась? В общем, подставляем гайку. Берем винт и нажимаем. В общем, если вам видно, так вот берем, как бы его так повернуть, чтобы видно было. Берем винт и затягиваем. Ну, можно затягивать, в принципе, уже окончательно. Вот так вот выглядит уже смонтированный. С этой стороны у нас, как видите, гаечка. Точнее, вот она. В общем, вот так вот процедуру повторяем со всеми 4 винтами. Можно их по очереди, по 2. Ну, желательно, если вы так вот наживили все 4, срезали,
Сразу их все 4 не откручивать, чтобы вам сразу, ну, в общем, все вот эти места не подгонять и не наживлять. Поэтому берем по одному, откручиваем и ставим. Тут я откручу, чтобы подложить вот эту ерунду. Вот это пример, если вы все открутите, у вас все как бы отвалится снова. И вам придется все заново выставлять. Чтобы этого не было, как я говорил уже, нужно подгонять так, чтобы вы когда откручивали, у вас было по 2 винта, держали всю эту конструкцию. Так, самое главное тут шлейф. Шлейф проложить именно там, где он должен быть, между винтами. Вот так вот берем гайку, подставляем. С этой стороны винт и наживляем. В общем, вот так вот наживляем. В принципе, можно сразу и затягивать. Вот уже даже на 2 винтах все отлично держится. Если плохо идет после обработки вот этот винт, гайку точнее держим плоскогубцами, ну или ключом, если у вас есть мелкий ключ. Выкручиваем и переворачиваем. Вот выглядит. И снова таки подбрасываем гайку. Берем винт с шайбой и оживляем. Можно без шайб, но лучше с шайбами, площадь обхвата будет больше и меньше вероятность, что со временем шляпки уйдут в пластик. Это я забыл сюда шайбу подложить. Сейчас я это исправлю. Так вот. A few minutes later. В общем, закрутил я все 4 винта. Вот так вот это выглядит. Крышка открывается нормально. Ходит как
как новая практически. В общем, все нормально. Осталось поставить защитный, ну не защитный, декоративную накладку пластиковую. Вот так вот все выглядит. Осталось все собрать, скрутить, и как бы ноутбук готов к использованию. Кому интересно, вот так вот выглядят винты изнутри. С обратной стороны вот так вот. В принципе, аккуратненько. Ну, даже, возможно, даже вот так вот крышка интересней выглядит, так бы, как бы сказать, в интересном стиле. Еще несколько таких заклепок по кругу поставить, и будет смотреться как какая-то эксклюзивная вещь. Ну, это так, размышления. Просто мои размышления. В общем, собираю все обратно и буду подводить итоги. Собираем назад крышечку. Перед всем этим можно протереть экран, чтобы хорошо вытереть. Ну, в принципе, экран здесь чистый, я уже протер. Можно прям сразу начинать собирать. Защелкиваем защелки, закручиваем винты. Ну что же, вот так вот выглядит ноутбук
собранном виде. Все отлично открывается, закрывается. Ну, единственное, немного затирает пластик. Это я еще над этим поработаю. Ну, в принципе, как бы итог таков, что крышка держится, нормально ходит, закрывается. Ноутбук работает. Как видите, все нормально. В общем, на этом я буду заканчивать видео. Всем спасибо за внимание. Всех всегда рад видеть на моем канале. Буду благодарен за лайки, подписки, комментарии. Ну и до скорых встреч на моем канале. Всем пока. Да, ноутбук Lenovo S10-3.